Скетчбук. Одно слово и 1000 эмоций. Думаю, вы во всех социальных сетях видели кучу контента, связанного с ведением скетчбуков. И все бы вроде бы и ничего бы, но, как и с любой популярной темой, вокруг этой темы появилось очень много проблем, вопросов и споров. В частности, я все время вижу, как люди говорят о том, что им страшно вести скетчбуки, они боятся начинать новые, что у них появляется страх белого листа, и из-за того, что в интернете так много контента, связанного с ведением скетчбуков, из-за того, что так много вот этих красивых, идеальных разворотов, люди начинают очень сильно переживать, они чувствуют какое-то давление, они чувствуют этот страх перед неудачей, и иногда даже у людей, которого этого страха изначально не было, он начинает постепенно появляться. И мне кажется, что эта проблема очень многослойная, и она затрагивает сразу несколько социальных полей, так сказать. Одно из этих полей, на мой взгляд, это, конечно, социальные сети. Если честно, знаете, что я вообще ненавижу, когда начинается этот разговор про то, что вот раньше люди общались вживую, а вот сейчас все сидят в телефонах, ай-яй-яй, как плохо, мы все тупели, мы все деградировали, и так далее, так далее, так далее. Я это просто ненавижу. Однако было бы лицемерием говорить, что проблем, связанных с социальными сетями, не существует. И в частности, вот эта проблема ожидания против реальности, когда мы видим в интернете идеальный контент. И я сейчас говорю даже не только о рисовании, а в принципе вообще обо всем. То есть, когда мы видим в интернете вот этих прекрасных женщин, у которых лицо гладко, как попа младенца, и попа тоже гладкая, как попа младенца, и ты смотришь на нее и думаешь, тебя слепили феи, почему ты такая идеальная? И даже тогда, когда мы понимаем, что часть этого контента не всегда правда, что нам показывают только то, что люди хотят, чтобы мы видели, да, то есть нам показывают только успехи, мы не видим неудач, которые стоят за всеми этими успехами, но все равно мы волей-неволей начинаем себя с этими людьми сравнивать. И я думаю, что вот проблема страха перед скетчбуками, она тоже во многом связана вот с этим, что мы себя все время со всеми сравниваем. Вторая проблема — это, конечно, вот этот перфекционизм, что, о боже мой, я не сделаю идеально, о боже мой, я не сделаю красиво с первого раза. И опять-таки люди забывают о том, что никто, не делает красиво с первого раза, так не бывает. Люди сравнивают себя с ними, но это вообще, да, я знаю, что все мы 100 раз слышали про то, что не сравнивайте себя с другими, но проблема-то не в том, что просто, знаете, это морально плохо, а проблема в том, что это бессмысленно абсолютно, потому что мы находимся с этими крутыми людьми на очень разных этапах развития. И, то есть, понятно, странно удивляться тому, что если ты стоишь на первой ступеньке, а человек стоит на 10-й ступеньке, то человек, который стоит на 10-й ступеньке, находится выше, чем ты, да, то есть это понятно. Конечно, этот страх присутствует, и этот страх очень мешает развиваться. И мне кажется, тут отчасти проблема еще и в том, что люди как-то иногда не задают себе вопрос, а зачем я вообще это делаю? Знаете, я искренне убеждена, что рисование само по себе и рисование в скетчбуке, именно оформление скетчбука, это два разных занятия, два разных увлечения, и это два разных навыка. И мне кажется, их нужно друг от друга отделять. Ведение скетчбука — это скорее про, если мы говорим про ведение вот в том интернетном смысле ведения скетчбука, и далее, когда я буду говорить про ведение скетчбука, я буду иметь именно это в виду. То есть мы говорим про там вот эти все наклеечки, скотчики, оформление, все дела. Это скорее про какой-то дизигн, про оформительство, куда больше, чем про рисование. И если у вас вот этой любви и желания делать по красоте нет, то смысла насиловать себя тоже... смысла насиловать себя вообще никогда нет, но его особенно нет, если это еще и к тому же абсолютно бессмысленно. То есть, в конце концов, что такое скетчбук? Это просто бумага, да, сшитая между собой с более плотной бумагой бумага, но все равно бумага. И даже если она шибко качественная, от нее будет куда больше толка, если вы на ней нарисуете что-то всратое, чем не нарисуете ничего вообще. И я думаю, это все прекрасно понимают, но все равно вот у людей есть эти ожидания от себя, что а как же так? Вот эта бумага сшита между собой, мне надо сделать ее красивой. И еще это происходит из-за того, что скетчбуки нередко стоят. Даже дешевые скетчбуки стоят дороже, чем просто стопка бумаги. Мне кажется, тут очень важно вот этот страх и привязанность к материальному отпускать, потому что вещи приходят и уходят. Скетчбук — это просто вещь. Эту вы засрете, купите новую.
Господи, что вы в жизни своей никогда больше не накопите? Ну, даже если дорогой скетчбук, окей, там 1,5 косаря стоит скетчбук. Я не знаю, нахера покупать скетчбуки за 1,5 косаря, если честно. Но хорошо, вот если вам такой хочется. Чё, вы никогда в своей жизни не накопите эти несчастные 1500 рублей? Ну, нет, накопите или заработайте, или вам просто на день рождения подарят, да? То есть это такой страх довольно, мне кажется, немножечко иррациональный, он как-то связан с тем, что нам часто бывает очень жалко тратить денег на себя. Я сейчас вспоминаю эту сратую рекламу с Бондарчуком, где, это, по-моему, реклама какого-то Сбербанка или еще чего, когда он такой, типа, а что, вы дорогу всю будете снимать? Только зря пленку потратите. И там потом начинается эта телега про то, что почему мы думаем, что мы тратим? Ведь мы копим. И как бы пафосно это ни звучало, это реально так и есть. Поэтому, еще раз, если у вас нет желания делать вот это все по красоте, или не все по красоте, а конкретно скетчбуки по красоте, не надо. Зачем вам это? Рисуйте всратые свои загогулины, рисуйте эскизы к своим полноценкам. Это совершенно нормально, никто вас за это не побьет. Вы никому ничего не должны делать, что вам хочется. Я понимаю, что это звучит гораздо проще на словах, чем на деле, но все-таки. Но как же меня бесят эти люди, которые... У настоящего художника не должен быть скетчбук красивым. Ты просто позер, если ты переживаешь о таких вещах. То есть, знаете, появляется вот это ограничение, то, что скетчбуки должны быть красивыми, вылизанными альбомами с полноценками. И сразу, как только какое-то явление становится популярным, появляются не такие, как все. Но, блин, это просто... Вы предлагаете из одних рамок выйти в другие рамки. Это тупо. Это тупо. Это звучит, наверное, довольно грубо, но, если честно, это одна из причин, по которым я перестала в ТикТок что-то снимать, потому что каждый раз, когда я снимала что-то связанное со скетчбуками, находился человек, который бы говорил, что... ну, вообще-то, это скетчбук, он только для скетчей. Но знаете, в чем прикол? Понятие скетч у всех очень-очень-очень разное. Для кого-то скетч — это просто точка-точка огуречек. Для кого-то скетч — это то, что для других людей выглядит как какая-то законченная работа, да, то есть это часто какие-то проработанные зарисовки. Часто уровень скетчей у человека сильно зависит от его общего уровня рисования. То есть все рисуют по-разному, все разные значения во все это вкладывают. Ты не знаешь, что для человека скетч, а что для человека не скетч. И это, во-первых. Во-вторых, вот эта вся телега про то, что скетчбуки — это место для экспериментов, нужно развиваться, нужно то, нужно это, нужно десятое. Не все, что вы рисуете, должно вас развивать. Не все, что вы рисуете, должно качать ваш скилл. Блин, меня, знаете, вот меня уже это так достало. Блин, рисование — это... Даже если вы занимаетесь рисованием профессионально, это все равно в какой-то степени ваше хобби, это все равно в какой-то степени развлечение. Чё, блин, за прикол? Вот это все страдать все время и страдать. Вот, ну ничего нельзя сделать просто потому, что тебе этого хочется. Нельзя, нет, нельзя просто рисовать летающие головы, это не качает твой навык. Ну и что? Ну и пусть не качает, и что с того, блин? Будете качать свой навык тогда, когда у вас появится для этого настроение. Тем более, опять-таки, если вы просто рисуете для себя. То есть, если ваша работа там не связана, например, с рисованием. Или даже если она связана, вы не обязаны все время, каждую секунду своей жизни качать свой навык. Особенно если вы человек, который легко перегорает, которому важно вот чувствовать это удовольствие от самого процесса. Знаете, все равно, я вот слышу все время о том, что ой, да вот вклеивание вот этого, всяких скотчиков, это все бессмысленно, это вас не развивает, вы просто стоите на месте. Но, на мой взгляд, это неправда, потому что любая работа с визуальным каким-то материалом так или иначе добавляет добавление вашу вот эту насмотренность. Когда говорят о том, что... Я вот тоже, я не помню уже по чьим видео, я где-то читала комментарий про то, что если ты нарисовал скетч, видишь, что композиция не та, вклеила какую-то наклейку, то это не считается. Потому что, а ты изначально не задумывала композицию такой красивой, а ты потом уже... Так вы, определитесь.
Скетчи — это для скетчей, или скетчи — это для законченных работ. Не надо заранее полноценку какую-то продумывать, или я могу просто рисовать, как мне хочется. Там как-нибудь к консенсусу уже какому-то придите. Люди же это делают не просто, ну вот что-то пустое место осталось. Ну хотя, может, кто-то так и делает, но в большинстве случаев люди видят: так, а тут я не продумала, или тут я не продумала, вот тут остается какое-то место пустое, а вот здесь неуравновешена композиция. Ага, значит, надо что-то добавить. Все равно, если уж мы говорим о прокачке опять, все равно это так или иначе вас развивает. Это вы подбираете цвета, вы подбираете форму, вы подбираете объем. То есть это же не просто вы рандомно что-то вклеиваете. По ходу всего этого процесса ваша голова все равно работает. Да, вы не качаете, может быть, именно анатомию в этот момент. Да, вы, может быть, не качаете именно рисунок в этот момент. Ну и что? Ну и что? А ничего. Или вот эти срачи вокруг: артбук или скетчбук. Ты знаешь, вообще-то это артбук. Какая нахер разница, господи, это просто альбом, это бумага, сшитая друг с другом. Альбом. Это альбом. Блокнот. Блокнот и скетчбук, о май гуднес, это одно, блин, и то же. Это просто книжка, блин, с пустыми бумажками. Как меня это раздражает. Вот это постоянное какое-то, знаете, желание вот выебнуться за чужой счет. Важно помнить, что нет, блин, никаких правил с этим. Если вы считаете, что есть правила, то пересчитайте, потому что вы ошибаетесь. И в конечном итоге, на мой взгляд, значение имеет то, что вы в итоге получаете и как вы себя при этом чувствуете. Так что рисуйте картинки, рисуйте красивые картинки, рисуйте проработанные картинки, рисуйте картинки, которые будут качать ваш скилл, рисуйте уродливые, тупые картинки, которые никак вас не разовьют и которые ничего вам не подарят, кроме радости. А радость — это важно. Я еще купила петличку какую-то. Короче, я на Wildberries случайно ткнула куда-то не туда и заказала петличку, микрофончик. И хорошо, что он стоил 340 рублей. Да, в общем, я сейчас записывала с ней, и я не знаю, стало лучше или стало хуже. Как-то чувства смешанные. Вроде не очень, а вроде получше. А вроде это, я не знаю, напишите, что как чё.